Карина Загоскина. Наконец-таки я в эфире. На удивление, сегодня я даже без опоздания. Итак, давайте, пока мы собираемся с вами, я представлюсь еще раз. Какую-то сегодня себе прическу сделала, непонятную совершенно. Меня зовут Карина Загоскина, я королева зефирных цветов. Почему я вдруг так себя начала называть? Потому что я сделала пион в натуральную величину, я сделала первый василек, я сделала шикарную лилию, которую больше никто такую не делает. И вообще мой конек — это цветы в натуральную величину. Всем привет! У нас уже тут собирается шикарная компания, веселая, доброжелательная, летят сердечки, здорово, супер. Поэтому краткая презентация. Ну, для тех, кто меня видел и знает, потерпите. Те, кто меня не знает, я думаю, будет интересно. Итак, лилии. Лилии мои вот такие вот большущие. Вот такие вот они глубокие. Сейчас мы сделаем страшное. Камеру послюним. Сделаем вот, чтобы лилии были видны. Большие, объемные, красивые лилии из зефира. Технологию придумала я. Но сейчас уже с каждым днем в Инстаграме, вообще в нашем инфопространстве все больше и больше девчонок воодушевляются зефирными цветами. Безумно талантливые девочки, красивейшие цветы и букеты создают, очень здорово. Но, тем не менее, те, кто был во главе планеты всей, мы останемся. Пионы. Размер букета, да, видите? Размер пиона, видите? То есть пион не маленький, этот пион диаметром 14 сантиметров. Чем хорошо, почему здорово делать большие цветы? Зефир застывает. Какой бы супер скоростью ты ни работал, все равно он застынет. Когда ты работаешь с маленькими цветочками, зефир застынет, и его консистенция будет не такая прекрасная и чудесная, как первые несколько цветов, когда он вот, либо как розеточки, которые мы отсаживаем. Изначально, собственно говоря, для чего и был придуман зефир, да, в виде этих пироженок. Большие цветы гарантированно будут у вас в начале мешка, и в конце мешка у вас зефир всегда одинакового качества. И это моя цель была, когда я разрабатывала рецепт и технологию отсадки зефирной техники крупных вот этих вот цветов в натуральную величину. И экономия времени. Вы сделаете, сколько у нас тут цветочков? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 цветочков, 6 бутонов. И что вы получите? Вы получите, сделав 6 всего-навсего цветов, букет диаметром по цветам только 40 сантиметров. 40 сантиметров. То есть вы сделаете 7 цветочков, и у вас будет 40-сантиметровый букет. Кто уже делает цветы в обычном традиционном размере кремовых цветов, посчитайте, если вам не трудно, и напишите, сколько цветов придется сделать вам для того, чтобы вот создать букет диаметром 40 сантиметров. И такой букет, он производит вау-эффект у заказчиков. А нам же нужно выделяться из конкурентов. Каждый день количество зефирофеечек растет. И нам нужно, чтобы наши букеты были не только красивые, но еще и вкусные. Это все обеспечивает моя технология зефирных цветов, мой зефир и вообще мое обучение. Оно еще у меня ориентировано на то, чтобы в одиночку справляться с большим количеством заказов. Это тоже немаловажно. Вот последнее время, чем я занимаюсь, я делаю цветы, букеты по мотивам живых букетов. Вот у меня здесь ромашки огромные, 10-сантиметровые, тоже супер зефирные, нежнейшие. Они у меня не пересыхают. Все прекрасно. Пиончики.
В общем, народ уже собрался, хватит хвастаться. Кто впечатлился моими цветами, приходите ко мне на курс. Подробности можно увидеть на моей странице. Отвечать на вопросы я буду в процессе эфира. На чьи вопросы я не увижу, я отвечу потом. После эфира каждый ваш вопрос не останется неотвеченным. Сколько порций зефира в таком букете? В таком букете получается у нас в одной порции, в моей одной порции, то есть на 50 граммов белка, получается 4 пиона. Раз, два, три, 4. Итого у нас... Ну, получается, у нас 2 порции моих больших, 4 маленьких ваших порций, половинки. Итак, тема нашего сегодняшнего эфира – пион. Не вот тот, который, вот этот вот у нас был раньше эфир по пионам насадкой 402. Вот такой вот 402 насадочкой и 402 L, такой же, только побольше. Вот такой. И, ну вот, 2 однотипными насадками мы делали вот такие пиончики с вами. И большие лепестки мы доделывали с вами 874 насадочкой, вот такой изогнутой. Это вот такие пиончики у нас получаются. Лохматенькие и с лепесточками снизу. Вот, лепесточки у нас снизу. А сегодня мы будем делать, вот здесь вот один такой пиончик затесался. Мы будем делать пион одной только насадкой. Либо можно делать, если вы не хотите делать такие огромные пионы, можно делать насадкой 128. А я хочу делать огромные пионы, я буду делать их насадкой 201. Да, насадка 201 это прямой лепесток розы. Вот эта ширина у него 3,5 сантиметра, на всякий случай. Да, там 3,5 сантиметра. Будем делать вот этой насадкой. Нам ее нужно подготовить, то есть вставить в мешочек. Я сейчас стараюсь из тех цветов, что я делала на эфирах, собирать букетики, фоткать их, размещать у себя на странице вместе с эфиром на марафоне. Итак, у нас мешок вдет. Нам нужен гвоздик диаметром 7,5 сантиметров. Я еще сделала себе из пенопласта такую шикарную подставочку. Кубик красивую обклеила. Ой, здесь еще хочу вам показать. Я сегодня делала вот такие вот ранункулюсы большущие. Это съемки для курса моего. Снимаю потихонечку ранункулюсы. У меня на курсе будет их 3 вида. Лютики, ранункулюсы, вернее не будут, а есть. Лютики самые простые. Ранункулюсы для средних специалистов и ранункулюсы для маститых мастеров. Итак, девчонки, эфир зависает у вас, потому что нелады с интернетом у вас могут быть. Приступим. Значит, с инструментами мы разобрались. Гвоздик, насадка у нас есть. Дальше нам понадобится, естественно, миксер ручной, планетарный, с подогревом планетарный, без разницы. Это не имеет значения. Мой зефир получается на любых миксерах. Мой зефир получается из любого агара, неважно какого, магазинный, суперпрофессиональный, 1000 марки, 900 марки, получится в любом случае. И еще моя особенность, я первая стала делать зефир на готовом варенье. Сегодня у нас опять черничное варенье. Варенье мы обязательно пробиваем блендером, протираем через сито, чтобы не было никаких комочков, никаких зернышек, чтобы все было идеально. Так, это все, конечно, хорошо, а вот чашка от миксера у меня сушится. Сейчас приду. Можете пока полюбоваться на букеты. Что
мы делаем в первую очередь? Мы делать будем половину порции. Рецепт обязательно будет в рекламном посте. Мы с вами сейчас вот таким вот образом сместим ракурс. Ну-ка. Чтобы вам было все хорошо видно. Так, у нас зефир классический, то есть мы взбиваем белки вместе с вареньем сразу. Выливаю, использую белки я живые, у меня просто я разбиваю яйца, отделяю белки от желтков и храню белки в холодильнике в прикрытой пленкой с несколькими дырочками емкости. Добавляю нужное количество белка. Я вот думаю, как вы думаете, может быть, стоит сделать полную порцию и сидеть отсаживать пиончики и с вами болтать? Чтобы я просто все время переживаю, что эфир достаточно длинный получается. Так, извините, кто-то сталкивался с агаром, со специфическим вкусом, испортила уже дважды зефир, запорола агар, заподозрила. Вы знаете, я сталкивалась изначально вообще. Когда только появился достаточно в массовой продаже агар в России, он был прям конкретно пах морем, йодом. Вот такой у него был специфический запах. Но он в изделии не пах. Но я прям его чувствовала, мне это не нравилось. Так, давайте я сделаю на 40 граммов. А все равно у меня большого мешка с собой нет. Поэтому ладно, оставим идею. Оставим идею большого. Хотите полный? Они хотят полный. Ладно. Тогда опять любуйтесь букетами. Я пошла за большим мешком. Он у меня в другой комнате. Кто там интересовался размером моей порции? Вот мой мешок. 70 сантиметров. Или 60, подождите. Ну, где-то 65 сантиметров. Размер моего мешка. Сейчас вы увидите, сколько будет здесь зефира в полной порции. Так, здесь у меня 37 грамм. Сейчас я долью до 50. Долила. И варенье мне нужно фиговую тучу. Так, надо показать вам, чем я занимаюсь здесь. Главное, чтобы варенья хватило. Да, варенья хватило. Даже больше. И смотрите, девочки, я в зефир кладу лимонку. Она придает кислинку. И так как я сейчас работаю без сиропа глюкозы, ну вот на прямых эфирах, она все равно не дает цветам засахариваться. Все, ставим взбиваться. Так, вот так. Сейчас еще. Раз у меня большая порция, значит у меня и другой венчик. Это все для ускорения процесса. Только лишь и всего. Так, все, мы ставим взбиваться нашу массу.
Ставим мы на подогрев. У меня миксер с подогревом на 65 градусов. Те, у кого миксера с подогревом нет, не переживайте. Вы начнете все равно работать не с такой большой порцией. И вам не нужно подогревать, вам нужно просто правильно взбить белки. Как мы взбиваем белки? Мы взбиваем белки сначала на средней скорости миксера. Небольшая скорость разматывает цепочки белковые, не рвет их, и у нас очень прочный получается пузырек, который обеспечивает воздушность нашего зефира. Что мы делаем здесь? Наливаем воду холодную либо комнатной температуры и всыпаем агар. Никакого сахара, только агар и вода. Далее мы перемешиваем и ставим на плиту. Сначала на почти полную мощность, для того, чтобы у нас все это побыстрее закипело. А дальше мы будем варить на средней скорости. Как только у нас полностью вся масса закипит, мы убавим огонь, добавим сахар и будем дальше продолжать. Что мы сейчас сделали? Мы раскрываем желирующие свойства агара. Агар полностью раскрывается. Достаточно экономично его использовать. Его нужно будет вам просто меньше даже, когда вы работаете сначала агар с водой без сахара, он лучше схватывается. Его нужно меньше, а массу большего количества белка он схватит. Розовый уже готовый букетик, это просто нашлепанные были давным-давно на прямом эфире пионы. Они у меня валялись. Я их хотела сегодня выкинуть, а потом решила, я их подкрасила чуть-чуть. Вот они, так как они влажные достаточно были. И собрала из них букет. Решила, что я цветы с каждого эфира буду собирать в букет. Я давно уже грозилась это сделать, но у меня не доходили руки. Вот. Поэтому я его пофоткаю, может быть, сниму видосик и выброшу. То есть это пиончики для начинающих у нас. И сегодняшняя тема эфира тоже пиончики для начинающих. Так, девчонки все зависли. Ну, пока я ничего важного не говорю. Надеюсь, что видео это сохранится и там будет все хорошо. Смотрите, у нас закипел уже агар. Вместе с водой масса загустела слегка, она уже не просто жиденькая водичка. И сейчас сюда, в эту массу, я буду добавлять сахар. Обратите внимание, мы делаем шикарный зефир без инвертного сиропа, без сиропа глюкозы. И зефир получается очень вкусный и прекрасно лежит, долго сохраняется. Все, я всыпала сахар. Перемешиваю и опять дожидаюсь закипания при высокой температуре. Просто я сейчас живу в такой местности, где очень маленькое количество людей может вот так вот взять по щелчку и выкупить букетик. И я даже, честно говоря, не знаю, кому его можно тут подарить. Надо подумать, может быть, начну кому-нибудь дарить здесь свои букеты с эфиров. Ну, просто букет с эфира еще не очень хочется кому-то отдавать, потому что на прямом эфире я расслабленная, да, то я волосы распущу, то как бы все равно у меня идеальной чистоты, сосредоточенности нет. Ну, как-то двойную выгоду извлекать из букета. То есть я с вами его собрала, да, я с вами, вернее, сделала эти цветы. Это уже они сослужили свою службу. И потом еще пытаться их продать кому-то, либо там, подарить, ну, я не вижу смысла. Ну, как-то странно это. То есть вот прям на спичках экономить.
по-соседски можно там раздать соседским ребятишкам. Но опять же таки, просто раздавать из руки, да, зефир, нужно его как-то упаковать. Коробка стоит 60 рублей, блин, это если ты покупаешь ее оптом по 300 штук. Ну, мне жалко раздавать коробку. Итак, наш сироп закипел. Мы убавляем, убавляем нашу мощность тоже до середины и начинаем варить сироп. Сироп, обратите внимание, что я теперь его даже особо не мешаю, он не пригорает, потому что агар полностью растворился в воде, превратился в гель, и он не садится на дно, как если бы это было, если бы вы варили его сразу с сахаром. Он равномерно распределен по всему сиропу и не дает сахару тоже ложиться на дно, сахар тоже уже растворился, поэтому сироп не пригорает. Сироп я варю не по термометру, не по таймеру, а доводим до консистенции. Алла Лагвинова пишет: купите прозрачную дешевую. Ключевое слово купите. Мне проще выбросить. Ну, как бы мне не жалко. Если вот ко мне, допустим, придет кто-то, да, я с удовольствием ему скажу: вот смотри, вот я делала вот цветочки, да, вчера. На прямом эфире хочешь, забери. И найду какую-нибудь коробочку, сразу с копом все туда сложу, отдам человеку вообще без проблем. Просто, я не знаю, может быть это в нашей стране, может быть это лично у меня, но всегда, когда я пыталась что-то бесплатно кому-то отдать, у меня начинались какие-то с этими людьми проблемы. То есть люди немножко, ну, как бы начинают воспринимать вот эти вот бесплатные раздачи как-то по-своему. Я занималась когда благотворительностью, тоже было очень много веселых, в кавычках, историй, когда люди начинают себя вести таким образом, как будто ты им обязан. Хотя ты просто отдаешь что-то бесплатно дальше. Вот. И, как говорится, во избежание несчастных случаев, проще мне цветы, сделанные в условиях, скажем так, не соответствующих производству продуктов питания, я не боюсь кого-то отравить там или что-то еще, ну просто я уже спокойно им, они отслужили свое дело, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Девочки, вы что-нибудь меня спрашиваете по существу, я же просто паузу заполняю этими рассказами. У многих сейчас висят почему-то эфиры, я не знаю, к сожалению, почему. Периодически, видите, я поболтала, помешала, поднимаю венчик и смотрю. Тянется тонкая ниточка за капелькой, не тянется, значит, у нас сироп еще не готов. До какой консистенции мы с вами взбиваем белки? Вот мы взбили белки на средней скорости. Теперь я скорость на единичку прибавила. И мы взбиваем наши белки до жестких пиков, но не до такого состояния, чтобы они встали в дубень и намотались вокруг венчика, а вокруг венчика начали появляться ямки-пещерки. Так, ямки-пещерки. Сейчас, секунду. Вернемся назад. Так. Я вам хочу поближе поднести и показать, что у нас тут происходит. Нет, мы сделаем по-другому. Вот таким вот образом. Видите? Вот здесь, где венчик, появляются такие вот ямочки. Вон они. Это значит, что наш белок уже готов. Девчонки пишут: Карина, это и для нас и это тоже интересно. Ну, я рада. Буду, значит, вам рассказывать перипетии всякие. Не, такую красоту жалко отдать, если только маме. Ну, конечно, мама уже от этих букетов, ее, мне кажется, уже тошнит просто от вида, а вы говорите. А я всего-навсего 2 месяца с мамой живу. Итак, Оксана Коробейникова, я опоздала. Мы какой цветок делаем сегодня? Мы делаем сегодня пион для начинающих.
Итак, вот они у нас начались. Густая такая у нас стала масса в сотейнике, сиропчик. Капельки у нас ленивые. Можно еще чуть поварить. Почему вы думаете, что агар разошелся в воде? На стенках он остается. Значит, почему это я думаю? Ну, потому что он разошелся в воде. На каких стенках он остается? Не остается он на стенках, он весь полностью разошелся. Он, ну, потому что я кладу в свой зефир 4 грамма агара, либо 6 граммов агара. Не 8, не 10, хотя у меня варенье там 250 грамм. Итак, все, вот у меня ленивые капельки уже, видите, как вытягивается в ниточку, тянется ниточка за капелькой. Поэтому мы сейчас с вами подходим поближе и начинаем вливать сироп. Если вы начинаете вливать сироп, и вы видите, что ваши жесткие пики начинают плыть, то есть видите, что ваш зефир становится жиже, прибавляйте скорость на единичку. Те девочки, у кого миксеры без подогрева, взбивают белки до жестких пиков, не перебивают ни в коем случае и начинают вливать сироп. Если у вас начинают ваши жесткие пики после того, как вы начали вливать сироп, плыть, прибавляете скорость. Кончилась скорость, начинаете уменьшать введение сиропа. Можете просто даже по капельке капать. Ваша задача: к тому моменту, как ваш сироп будет полностью влит, у вас здесь должен быть готовый зефир. Чем меньше вы будете взбивать ваш зефир после вливания сиропа, тем качественнее он у вас будет. Поэтому вам нужно поймать такую тонкую грань. Вам нужно, чтобы ваш зефир был взбит даже жестко, чтобы у вас стоял лепесток, и в то же время, чтобы ни в коем случае агар у вас не застыл. Вот у меня сейчас показывает термометр 65 градусов, на ощупь очень горячая чаша. Все, практически зефир у меня готов. Я сейчас слегка его окрашу. Буквально пару капелек красителя добавлю, 3 капельки, чтобы он все-таки был повеселее. Вот, видите, какой у меня воздушный, пышный зефир. Мы сейчас очень быстро сменим локацию. Так. Так, меня не видно. Сейчас я быстро-быстро поверну. Сейчас действуем быстро. Когда вы, то есть вам в идеале нужно все абсолютно подготовить, прежде чем начинать взбивать зефир. То есть это самое последнее, к чему вы должны приступить, это к взбиванию зефира. Все, мы зефир взбили. Что мы делаем? Вокруг пробежали с чаши, все с краев счистили и собрали зефир в кучку, чтобы он у вас как можно меньше остывал. Дальше берем вот такой огромный мешок. Блин, я не принесла. У меня есть специальная подставочка, куда я вот этот мешок ставлю и накладываю зефир. И сейчас быстро-быстро я в свой чудо-мешочек. Видите, какой стоячий зефир? На ложке как стоит.
Вот это идеальный зефир. Такой вот он у вас должен быть, если вы хотите вкусный, сочный, воздушный зефирный цветок. А не вот это вот кашица, которая мокренькая внутри. Или же резинка. Все, чаша у меня практически чистая. Тут немножко воздуха у нас сдуем. Вот у нас пол мешка фактически получилось. Я надеваю зажим. Я надеваю нашу насадку. Что-то, мне кажется, дырка меньше, чем насадочка. Прячу все это в теплый мешок. Тут бы еще резиночкой захватить, но у меня ее, к сожалению, с собой сейчас нет. Все, теперь я полностью в вашем распоряжении. Так, для особо нервов опускаю башку к миксеру. Не надо ничего греть мне. Садимся мы так, чтобы было видно наши красивые букеты. Сейчас, секундочку. Вот так. Поближе, поближе, поближе. Вот, отлично. Правило вливания сиропа и взбивания для заварного зефира такое же? Да, никакой разницы. Зефир и в Африке зефир. Итак, наша задача сейчас... Сейчас, подождите, я сяду. Наша задача сейчас отсадить основание. Я мешок брала, если вы про голубой, меня спрашивают: Карина, где вы брали такой мешок? Я такой мешок брала, бывает он в кондитерских, а я брала на Сималенде, по-моему. Нам нужно сделать основание для пиона. Чем выше наше основание, тем пышнее наш пион. Что мы делаем? Берем насадку вот так, широкая часть, пяточка внизу, кончик вверху. Повернули, вот таким образом поставили. Пятка стоит на гвозде, а кончик находится над серединкой гвоздя. И четко в гвоздь мы давим наш зефир. И у нас получается наполненный вот такой конус. И проворачиваем еще чуть выше. Такую какашечку можно отсадить, просто отрезать мешок и понасажать таких штучек. Но мне лень туда-сюда перекладывать, поэтому я с помощью насадки кручу вот такие вот основания. Вся проблема, вот иногда смотришь просто геометрически идеальный, ровный цветок, но он плоский. Вся проблема в том, что у всех зефир жидковат, поэтому все делают маленькие цветочки, потому что жидкий зефир не выдержит огромный лепесток, он просто расплывется, растечется. А когда зефир стоящий колом, то можно совершенно спокойно делать огромные цветы. Самое главное — качественный зефир, правильно поставленная рука и настоящая зефирная техника. У меня техника авторская, я сама все придумывала. Я очень долго была не уверена в себе, глядя на то, как вот первые девочки, кто делал зефир, зефирные цветы. Почему у них, думаю, блин, у них маленькие такие цветочки, как они умудряются вот эту огромную порцию отсадить. Это же невозможно. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Делаем 7 цветочков. Вот до такого, ну, вот такой букетик, чтобы у нас получился. Вот они, наши основания. Так, отлично. Теперь берем наше уже подстывшее основание. Можно ли для зефира приготовить яблочное пюре 1 к 1 с сахаром? Да, конечно, можно.
хотите на пюре. Я просто делаю на магазинном варенье. Это для начинающих зефир такой, который позволяет человеку не заморачиваться. Итак, мы делать будем тоже шарообразный пион с раскрывшимися нижними лепестками. Берем, опять у нас вертикальная насадка находится, берем, ставим пяточку в середину наверх и делаем вот такие вот коротенькие лепесточки. Видите? Вот такие лохматенькие, коротенькие лепесточки, которые по мере отхождения нас, ну, как мы отходим от центра, они у нас тоже начинают угол их меняться. Они не смотрят все вертикально, а начинают отклоняться, то есть как бы покрывать макушечку шариком. Так, вам не видно. Вот, видите, они у нас начинают раскрываться. Просто вот такими коротенькими движениями делаем лохмампулечку. Вот, видите, какая у нас лохмапулька получилась. Все, сняли. Это можно вообще практически готовый цветок. Какой-нибудь типа гвоздики, например. Следующий. Не забываем хорошо пачкать гвоздик и крепко приклеивать к этому гвоздику наш цветочек. И пошли делать просто по спиральке, как будто бы вы делаете розочку из очень крошечных лепесточков. И наша насадка каждый раз уходит на край. Значит, мой зефир получается на магазинном варенье, на магазинном джеме, на домашнем варенье, на домашнем там повидле. Главное, чтобы вы его сварили из фруктов и ягод, которые не содержат фермент, разрушающий белок. Это инжир, манго, киви, ананас. И из ананаса, кинви и манго тоже можно сделать зефирные цветы. Просто там чуть-чуть другая технология, и либо просто нужно до посинения варить эти ягоды, фрукты, чтобы этот фермент разрушился. Девочки, вот пишет Марина, смотрю, когда кажется просто, а когда начинаю отсаживать, руки трясутся, боюсь, что не успею, зефир стабилизируется. Вот наша самая главная проблема всех вас в том, что вы все лезете сразу в зефир. Этого делать категорически нельзя. Я своим студентам тоже, как зарок даю. Девочки, все приходите с курса, не кидайтесь сразу в зефир. Вы выпучиваете шары и начинаете поскорее все это дело отсаживать. Вы забываете, как я вам поставила руку. Вы забываете все к чертовой матери просто потому, что вы боитесь, что застынет зефир. Работать нужно с белковым заварным кремом начинать. На своем курсе я учу, у нас получается, мы убиваем двух зайцев. Мы учимся делать идеальный белковый заварной крем, который 5 циклов выдерживает. То есть мы во время тренировки отсадили цветочки, полностью весь крем у нас закончился. Мы его обратно в чашку сложили и в мешок. Либо там подбили чуть-чуть миксером, но это уже после второго-третьего захода. Итак, мы делаем с вами, учимся делать идеальный белковый заварной крем, после чего вы прекрасно сможете любые торты украшать. Несмотря на то, что техника отсадки цветов из белкового заварного крема чуть-чуть отличается от техники отсадки зефирных, тем не менее, у меня на курсе, пока вы, вот кто с домашним заданием, кто хочет получить сертификат, пока вы не сделаете
мне идеально цветы, я ваши под цветы просто не принимаю, ваше домашнее задание. Вот видите, уже зефир застыл, я спокойно беру основание в руку. Только главное, влажной рукой нужно это брать. Большие мешки я покупаю на Симоленде. Я один раз купила 5 штук, и все, мне их теперь хватит до пенсии. Пока я не прорву нечаянно какой-нибудь острой насадкой этот мешок. Но я в него сейчас насадки не пихаю. Все, последний 7-й цветочек. И у нас остается тут зефира как раз на лепесточке. Еще раз повторяю, любой цветок хотите, чтобы он у вас был максимально объемный, пышный, делайте высокое основание. Что розу Остина, что хризантему. Единственное, что георгины не так делаются. Хотя, может быть, кто-нибудь придумает и георгины таким же способом. Ну, простой георгин 401 насадкой можно сделать тоже так же. Такой георгино-хризантем. Размер от 55 до 75 сантиметров. Там есть мешки. Возьмите 65. Итак, мы берем цветочек, который уже подстыл. Опять его приклеиваем как следует и начинаем делать большие красивые лепесточки. Теперь у нас насадка стоит примерно под углом 45 градусов к цветку. Мы крепко прижимаем сюда пятку и работаем, крутим гвоздь от себя, а двигаем к себе. А бутон у такого пиона точно такой же, как и у других пионов. Это тоже шарик. Вот, и мы делаем вот такие вот большие лепесточки. Стык. Видите? В один ряд. Не нужно увлекаться и делать в несколько рядов. Сразу же пион теряет вид. Почему я сразу не делаю лепестки? Второго вот этого, самого крайней лепестки. Потому что зефир за это время схватился, и он может отклеиться от гвоздика. А мне нужно подворачивать цветок, немножко наклонять. И все это, вся эта наша красота, она у нас шмякнется и погибнет. А нам это не нужно. То есть мы сейчас делаем полностью раскрывшийся пиончик. Так, сейчас я попробую ухватить, показать. Пиончик у нас полностью раскрылся шариком таким. И мы делаем ему боковые лепестки. Это те самые лепестки, которые делают бутон пиона шариком. То есть вот эта вся мельтешня, которая посередине, да, которую мы делали, она у нас очень плотно сжатая внутри бутона, она создает бутону объем. А вот эту гладкость шарика, это плотно сжатые вот эти внешние лепесточки. Они как бы чехольчик для вот этих внутренних лепестков. Если немножко зефира останется, конечно же, я покажу бутон. Я просто, у меня впритык. Вот у нас замес один получился на 7
бутон на 7 цветочков. Цветы они меньше, чем вот эти мои пионы, конечно. Мы померяем их диаметр. Но извините, как бы они все равно тоже далеко не маленькие, да? Обратите внимание. Итак, девочки, кто хочет научиться справляться с большим количеством заказов, без потери качества зефира, кто хочет иметь возможность конкурировать с конкурентами достойно, приходите ко мне на курс. Так, сейчас собираем остатки, чтобы не испачкать, мы и так трижды пачками мешу. Подкручиваем. Я вот так работаю, на плечо закидываю и отсаживаю. Тут я уже не буду прятать в мешок. Бутончики. Ну вот мы наше основание делаем. Это наши плотно сжатые лепестки, вот эти вот мельтешня. А теперь просто накрываем 3 лепесточками. И можно сделать пару-троечку тоже отогнутых. Вот наш бутон пиона, пожалуйста. Просто кружочек делать скучно, да, только там с плотно прижатыми лепестками. Поэтому мы делаем такой собирающийся распуститься. Можно вот так сделать. Вот как раз на букетик мы с вами и наваяли. Никогда не жадничайте. Вот таким вот образом, если вы только-только начинающий зефиродел, лучше вот так вот не надо выжимать. Оставьте кусочек зефира, остатки зефира в мешке, потом выдавите его в чашу миксера и взбейте заново. Ну что, мы с вами сделали пионы. Номер насадки 201. Сейчас мы с вами их потонируем. Я тонирую сухим красителем. Бутончик только посередине розовеньким. А здесь могу еще, лепестков у нас нет, поэтому мы так зелененьким пройдемся. Там должны быть лепестки у бутона. Но тем более все равно в букете этого видно не будет. Это чисто так, для красоты. От нечего делать. Этот букет будет у меня понежней, не такой термоядерный, не вот такой яркий. Он будет более нежный. Вот такой пиончик у нас получился. Сейчас мы его еще оттонируем, чтобы он выглядел понарядней. Вот, уже. И тут слегка пробежимся розовеньким, чтобы он у нас просто ожил. Я хочу такие еще белые сделать. Супер пиончик. Есть же еще пионы просто серединка, то есть пестик, тычинки желтые и 5 больших розовых лепестков. Все, не запаренные вообще пионы.
Он выглядит мне уже не как пион, а если не размер, если бы сделать поменьше, то как шиповник. Да, вот серединочку, если тонировать, то есть краешки, то есть сами крайние лепестки тонируем. Я впервые в жизни делаю такой пион. И серединочку. Все. Я же, вы знаете, да, те, кто меня знают, все знают, что Карине скучно делать что-то новое, в смысле старое, проверенное. Мы на эфирах экспериментируем обычно. Так, и последний пиончик у нас пойдет в ход. Так, вот с этим пиончиком опять, да, как всегда у нас скриншот. Сейчас подождите, я сделаю красиво, чтобы тут пионы еще стояли. Все, они до завтра у меня подсохнут, я соберу букетик, выложу фото и выложу эфир. Делайте скрины, самый красивый скрин я публикую у себя на страничке с благодарностями. Так, ну что, все, вот мы с вами сделали замес. Сейчас я вам еще покажу, как они выглядят не на фронтальной камере, а все-таки более похожими на цветы. Вот, они такие яркенькие у нас. Видите? Пионы-помпончики такие получаются, объемные, красивые. А листики у меня заготовленные лежат. Вот, чтобы сравнить, это вот из БЗК ранункулюс. Из курса. Видите, сколько там много лепесточков. Покажу. Так, все, с пионами мы, ура, разобрались. По поводу хранения. Сушим сутки, ну там в зависимости от влажности, да, и убираем в коробочку. До новых встреч, как говорится, я еще не прощаюсь. Убираем в коробочку до необходимости. Ну что, большое спасибо за то, что вы смотрели мой эфир. Я надеюсь, что я вам полезна. Приходите ко мне учиться на мой курс. Опять же таки, смотрите, цветы огромные. Вот эта вот подбукетница, кстати, 24 сантиметра. Мы сейчас померяем еще размер. А по факту, видите, у меня недоделанный букетик. Мне лень их собирать, вот так, чисто для фото. На букетницу 24 сантиметра у нас получается букет 30 сантиметров. Почему я еще люблю вот такую вот форму букета? Сюда можно затолкать больше цветов. Подбукетница меньше, цветов больше. Сам наш цветочек диаметром 12 сантиметров. Вот если его поставить от 0, 12 сантиметров. 12. Не халам-балам. Вот. Лучше видеть, конечно, цветы эти вживую, и букеты тоже. Они будоражат воображение. Итак, мы с вами сделали практически букет пионов. В скором времени вы его увидите у меня на странице. Приходите, я сохраняю эфиры со своей страницы. Там у меня есть анонсы моих курсов, продаются мои курсы. Приходите, учитесь. Буду очень рада образовывать вас и делать из вас супер маститых специалистов.
А чем лучше припудривать, пудрой или крахмалом? Смесью крахмала и пудры соотношение подбирайте на вкус, чтобы вам было не сильно сладко, но и не крахмально. Все, никаких секретов. Девочки, ориентируйтесь на свой вкус, на свои ощущения. Лучше делать то, что вам реально нравится, то, что вы любите прям по вкусу и по виду. Вот и все, и будет вам счастье. Хороших вам клиентов, интересных заказов, творческих успехов. Всех благ. Люблю, целую. Ваша королева Зефира.